Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный меренговый шоколадный торт с персиками. Коржи здесь буквально тают во рту, вот такие нежные они получаются. Покажу подробно, как готовится такой бисквит. Здесь самое важное — это бисквит. Итак, для бисквита я разделяю 6 яиц среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, на желтки и белки. Яйца комнатной температуры. 6 белков, добавляю туда щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара. Сейчас повзбиваю всю эту массу примерно около минуты и добавляю сейчас туда порциями 240 грамм сахара. Сахарную пудру здесь добавлять не имеет смысла, поэтому добавляю обычный сахар. И взбиваю всю белковую массу примерно 5-7 минут. Миксер у меня здесь маломощный. Здесь ориентируйтесь уже по мощности вашего миксера. У меня примерно 300 Вт здесь миксер. Вот такие подрагивающие пики в итоге должны получиться у меренги. Наливаю туда 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Также 50 грамм без запаха растительного масла у меня подсолнечное. И все просто перемешиваю. Хорошо взбитая меренговая масса не осядет от добавления сока и растительного масла на данном этапе. Просто перемешала, ничего не взбиваю. И также добавляю сейчас туда 120 грамм кукурузного крахмала. Именно кукурузного, не картофельного крахмала. Просто перемешиваю до однородности, ничего не взбиваю. Лопаткой здесь тоже не имеет смысла все это мешать. Вот такая меренговая масса в итоге у меня получилась готовая. Отставляю ее пока в сторону. Сейчас для шоколадного теста я соединяю здесь 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка, 10 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю и отставлю буквально на несколько минут в сторону. Два яйца, добавляю туда 6 желтков, которые остались у меня от приготовления меренги. Добавляю также туда 16 грамм ванильного сахара, щепотку соли обязательно туда добавляем также. И сейчас повзбиваю примерно минуту, чтобы хорошо разбились пленочки у желтков и масса объединилась. И порциями сейчас добавляю туда 180 грамм сахара. И сейчас повзбиваю примерно 3 минуты всю эту массу. По прошествии 3 минут я добавляю туда 100 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растопленного сливочного масла. Масло не должно быть ни в коем случае горячим, именно комнатной температуры. Здесь я не советую заменять сливочное масло растительным. Растительное масло в этом торте очень будет чувствоваться во вкусе, именно в шоколадном бисквите. Сейчас просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Просто перемешиваю все до однородности венчиками. Ничего здесь лопаткой я не вымешиваю. То есть бисквит этот на разрыхлителе, он не осядет. Шоколадная масса тоже готова. Сейчас перемешиваю все со дна и с боков посуды лопаткой и начинаю уже разливать по формам. Две формы здесь у меня по 20 сантиметров в диаметре. Просто это у меня кольца кондитерские без дна, я дно застелила фольгой. Вы можете также выпекать в форме с дном, тогда дно нужно будет застелить силиконизированной бумагой для выпечки, либо же, если она у вас не силиконизирована, обязательно смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Также можете взять одну форму
диаметром 26-28 см круглую, либо же прямоугольную форму 30 на 20 см для одного уже бисквита. Здесь, видите, я заполняю вот таким образом формы. Поочередно выкладываю, если шоколадный слой, на него выкладываю уже белковый, и также на белковый выкладываю шоколадный. То есть принцип очень простой. Бисквит этот обязательно нуждается в пропитке, для какого бы торта вы его не использовали. Пропитывается он очень хорошо. И вот здесь, смотрите, вилкой я делаю вот такие обширные круговые движения. То есть по кругу прохожусь и делаю вот таких пару больших восьмерок. Больше делать их и чаще не нужно, потому что рисунок уже будет очень сбивчивым, очень такой будет он у вас мелкий, и уже не будет так красиво смотреться в разрезе. То есть вот этого достаточно, то, что я показываю. По кругу прошлись и 2 восьмерочки. Выпекать убираю на 45 минут, 175 градусов Цельсия. По прошествии ровно 45 минут в моей духовке, режим вверх-вниз без конвекции, выпекала. Вот так шикарно поднялись бисквиты, и палочка выходит абсолютно сухая и чистая из них. Здесь, в этом торте, самое главное – это этот бисквит, конечно же. Теперь, как только я могу дотрагиваться до форм, то есть еще по сути они у меня горячие, эти бисквиты, я сразу же извлекаю их из формы. Если вы хотите готовить один такой бисквит, просто возьмите в половину меньше ингредиентов. Не такой высокий торт. Здесь я показываю именно для девочек, кто захочет, тортоделы, оформлять этот торт под украшение. И его также можно, естественно, выравнивать любым кремом, под мастику также его можно брать. Рецепт абсолютно рабочий. И вот в таком виде я его не зря собрала вам показать, что высокий он тоже получается. Оставляю теперь остыть до комнатной температуры. Обязательно либо же в пакете пищевом, как у меня, либо же в пищевой пленке. Просто на столе оставляю их остыть до комнатной температуры. Как только они остыли, они прекрасно нарезаются, эти бисквиты. Они практически не крошатся, то есть крошек у них незначительное количество. Бисквит еще по сути внутри немножко теплый. Вот так хорошо он нарезается. То, что такой белесый цвет немножко у шоколадного бисквита, это именно от частичек меренги, которые туда попали. Шапочку снимаю, она очень вкусная, с ней просто можно попить чай, либо же использовать ее просто для обсыпки боков тортика. Это уже на ваше усмотрение. Коржи я разрезаю такие достаточно высокие, чтобы именно был виден этот красивый рисунок. Он очень мягкий, этот бисквит. Вот этот меренговый слой очень напоминает по вкусу меренговый рулет, но уже такой, конечно, более оформленный. То есть на вкус необыкновенно вкусный получается бисквит. И вот такие 4 коржа у меня превосходных, красивых, очень ароматных получились. Настоятельно советую ни в коем случае здесь не заменять сливочное масло в шоколадном бисквите растительным. Убираю сейчас пока под пленку именно для того, чтобы приготовить дальнейшие ингредиенты. Не убирай даже в холодильник. Здесь у меня консервированные персики. 480 грамм, ну полкило персика уже без сока. Сок мне тоже сейчас понадобится. Показываю здесь очень простой вариант тортика, но необыкновенно вкусный. Очень пропитанный будет торт. Убираю сейчас и сок, который нам понадобится для пропитки, и персики сейчас нарежу мелким кубиком и приготовлю все уже для сборки торта. Еще раз обращаю ваше внимание, что бисквит обязательно должен находиться в это время либо в пищевой пленке, либо в пищевом пакете, чтобы он не заветривался. Сейчас готовлю крем. Здесь у меня 350 мл очень холодных сливок для взбивания, жирностью от 33% и выше. Можете брать 38-35%. Здесь я беру
также 300 грамм творожно-сливочного сыра, 250 грамм сыра маскарпоне. Все сыры очень холодные. Также я добавляю туда 100 грамм сахарной пудры и 16 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до очень хорошего такого плотного состояния. Здесь главное не перевзбить, потому что маскарпоне и сливки, они могут быть перевзбиты. И продукты все очень и очень холодные. Делю сейчас визуально примерно на 4 части. Одну часть я сейчас перекладываю в емкость и уберу это сразу, накрыв пищевой пленкой в холодильник. Она мне понадобится, эта часть, только на следующий день. Смотрите по качеству ваших продуктов. В оставшиеся 3 части крема я добавляю 150 грамм сливочного йогурта, 10% жирности у меня здесь, со вкусом персика, персик маракуйя. Просто перемешиваю ложкой. Будет очень вкусный оттенок от йогурта, вот именно во вкусе. Все перемешала. И сейчас уже собираю торт. Пропитываю соком от персика. Сок здесь можно разбавить, но это уже на ваше пожелание все. Пропитывается прекрасно этот торт. Крем делю визуально на 3 части и между каждым коржом сейчас прослаиваю кремом. Здесь, кроме персика, конечно же, очень хорошо сочетается с кислыми любыми фруктами. Очень хорошо с цитрусовым сочетается этот бисквит. Конечно, можно также и вишню, и малину использовать, и клубнику. Вишня, конечно, может заглушать во вкусе этот нежный бисквит. Поэтому я бы здесь советовала брать что-то более нежное и изысканное. С ананасом очень хорошо сочетается. Я неоднократно уже готовила такие бисквиты. Очень вкусно. Вот мне лично понравилось, со вкусом апельсина. На моем канале есть подробное видео, как карамелизировать апельсин. Ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. Можете посмотреть, пройти по ссылке, и, возможно, вам это пригодится. Убираю сейчас тортик на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Сейчас я покрываю этот торт тем кремом, который я откладывала. Крем, конечно же, уже немножко запузырился в холодильнике. Для домашнего чаепития здесь, в принципе, можно и такой крем использовать. Покрыла тортик просто миндальными лепестками обжаренными. 100 грамм здесь у меня ушло миндальных лепестков. Все по вашему желанию. Можете чем угодно покрывать этот торт: и белково-заварным кремом, и ганашем, и кремом чиз, любым масляным кремом. В плейлисте рецепты кремов у меня на канале вы можете найти огромный выбор бюджетных кремов и разных очень кремов, и небюджетных, и очень даже дорогих кремов. То есть все на ваше усмотрение. Вот такой шикарный разрез у торта получается. И торт буквально тающий во рту, без преувеличения. Вкусы здесь очень хорошо сочетаются. Необычный вкус, но я думаю, понравится как взрослым, так и детям. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.